Дениску снимай, И к Денис. маме бегом. Чуть-чуть. Диня, привет. И к маме бегом. Или вы туда, на это? Ага, да я сейчас переодену. Денис, как дела? Такие вот работы у них висят. Дениска, где тут Дениска? Вот, Денис, что это такое? Флажки делали. Ихи. Диня, какой ты хулиганистый. Вставай, поедем на занятия. Вставай, вставай. Вставай. Дорогие мои друзья, привет. Мы с Дениской гуляем, только что приехали с занятий. Гуляем на площадке. Вот сюда мы давно уже не ходили. Пока он гуляет, хочу вам рассказать, что произошло и что происходит у нас в квартире, где мы живем последние 2 дня. Начну с того, что у нас дом малоэтажный, 5 этажей, и людей в нем живет мало, так как квартир всего на этаже 5 квартир. Поэтому, в отличие от многоэтажек, которые я вам показывала в Солнечном городе, у нас малоэтажный дом, и народу живет мало. Но это как бы я рассказываю, потому что хочу дать понять просто, что соседей у нас не так много, и они все, в принципе, мирные. Мы ни с кем не ругаемся, все хорошо. Давай, давай, давай. Дотягивается до столба. А дальше как пойдешь? Немножко отвлекаюсь, потому что смотрю за ним, чтобы он не упал. Во. Дениска подрос, и теперь ему легко дотянуться. И, значит, немножко поболтаю, расскажу, что последние 2 дня к нам ходит сосед с нижнего этажа по причине того, что Денис очень шумит. Я вчера была настолько сильно эмоционально злая, вся на эмоциях, что если бы я вчера взяла камеру в руки, то я бы наговорила всякого неприятного, наверное, про этого человека. Дело в том, что Денис у нас играет в игрушки очень громко. Пол у нас постелен ламинат, то есть у нас нет ковров, нет ничего мягкого. И, соответственно, звук от удара игрушек очень такой громкий. И соседям это не нравится. Это уже, видимо, Денис, сейчас, секунду, звонят. Алло, кабинет 211, я забыла тебе позвонить. Ага, ну давай, 211. Угу, пока. Папа звонил, муж. Ему надо забрать документы с реабилитационного центра, то, что мы инвалидность проходили. И туда надо было, районный, куда мы ходим периодически. Значит, на чем я там остановилась? Что Денис играет очень громко в игрушки. Вы видели, я вам показывала жирафа, желтого нашего большого. Он им может долбить по ламинату со всей силы. Естественно, мы пресекаем это, приходим, забираем периодически куда-то в другое место, убираем. Но он так играет. То есть он может взять другую игрушку и тоже так долбить. Конечно, нормальные обычные дети так не будут играть никогда. Они будут тихонечко там кидать, перекладывать, я не знаю. Дениска вот таким образом играет. Потому что это, я понимаю, это неправильно, это ненормально так играть в игрушки. Но он по-другому не умеет, он любит так играть. И это шумно, это громко, это, наверное, раздражает. Видимо, систематически
когда Денис это делает, людей, конечно, достает это. Они устают от этого шума, отдохнуть хотят. Значит, приходил к нам мужчина, который живет под нами. Там живет мужчина лет 40 и его папа лет 60. Вот двое мужчин живут. И он не ругался, он мирно. В первый день, позавчера он пришел, сказал: можно, пожалуйста, потише? Муж открывал дверь, муж сказал: хорошо. А вчера опять звонок. Это было часов в 7-8, я не помню точное время. Вчера также часов в 7-8 он позвонился. Муж уже сказал: иди ты открывай. Значит, я открыла дверь, опять он пришел и говорит: пожалуйста, можно еще раз потише? Я ему объясняю, что ребенок сложный, ребенок особенный. И он играет так. Ему не объяснить. Он не понимает, что нельзя. Он играет, он таким образом играет. Я все понимаю, я все понимаю. Я говорю: слушайте, ну что нам делать? Вот что? Вызывайте хоть полицию, хоть милицию, я не знаю, хоть кого, но я не могу ничего, я же не могу его связать к стулу, посадить и сказать: не играй. Или все игрушки вообще не могу убрать, потому что он любит играть. И слава богу, что он играет. Для меня это большая радость, что он не сидит, не лежит, а играет. Да, таким образом играет. В общем, меня это так ситуация взбесила. Я очень расстроилась, что соседи вот так каждый день ходят. Хочу тоже вашего мнения послушать, что вы скажете на это. Потому что если они так будут каждый вечер ходить, я не могу Дениску утихомирить. Он у меня не буйный, он себе зла не причиняет, боли. То есть у него нету самоагрессии. Да и это, в принципе, не агрессия. То, что он кидает игрушки на пол. Вот жираф, он берет его вот так со всей силы об пол, и он начинает звенеть, играть. Но ему нравится так. Поначалу он кидал туда шарики как надо и играл с этим. Позже он так начал. И он может любую игрушку так взять. Он не то, что всегда так делает, так периодически. Но, видимо, людей это достает. Ой, вот такие вот у нас дела. Еще он очень громко хлопает в ладоши и кричит. Кричит эмоции. Смеется, улыбается, хохочет, я не знаю. Тоже очень громко, очень слышно. Вот нам, семьям с особенными детьми, вот с такими, не спокойными, а вот такими эмоциональными, где надо жить. У меня уже муж говорит: давай в дом переедем отдельный. Нам все равно надо будет потом ипотеку, трешку брать. А он говорит: давай, может быть, все-таки дом. Не знаю, будем смотреть что-нибудь. Конечно, без соседей хорошо бы жить одним. Так что на Дениску, конечно, вот. У него, я не скажу, что у него психический диагноз, вот как ведет себя он так. Там психи вот такие конкретные, да, что он очень кидает с агрессией. Это по-другому. Это у него эмоциональные, у него такие игры. Я вам на видео показывала сколько раз. Он мирный, добрый мальчик. Ни себе, ни людям, он никому. То, что он кусает нас с папой. Это он играет. Он по-другому играть не умеет. Он хочет привлечь к себе внимание. Он может кусить и улыбаться. Не сильно. Я не то, что вся в укусах хожу. А так, он как бы прикуснет и такой ха-ха. Ждет реакции дальше от нас. И щипнуть также. Он щипает нас. Но я это к агрессии никак не отношу. Но вот эти хождения соседей, я не думаю... муж, как у меня говорит, что ты представь, если бы ты вот пришла с работы, и тебе хотелось бы отдохнуть, и там такое ба-ба-бах, бах-бах-бах, все постоянно по мозгам это. Я говорю: да, мне бы было это вообще неприятно, я бы злилась там, и, допустим, когда вот кто-то ремонт делает, сверлит целыми днями, из года в год.
то есть не какой-то период, а долго, то, конечно, я пойду. Так вот, меня бы это бесило, я бы пошла бы, конечно, разобралась, спросила бы, что, ну, сказала бы, замечание сделала. Но если бы мне мама сказала, что, знаете, вот такая ситуация, то у меня, как я ему вчера сказала, у меня особенный ребенок, он не понимает, у него плохое понимание, он не понимает, что нельзя. Нельзя, не понимает. Я бы, наверное, я бы поняла, ну, я не знаю, как бы я поступила, скорее всего, я бы не ходила каждый день, как он ходит. Вот сегодня что, нам опять его ждать? Напишите, что нам делать, как нам реагировать, не открывать дверь? Вот такие дела у нас с Дениской. А Дениска еще, видите, томатис делает. И он его немножко будоражит. Он к вечеру такой эмоциональный очень становится. Я вижу, вот он изменился за эту неделю. Уже вторую практически. Вот, сколько? С того вторника мы начали. То есть уже вторая неделя пошла, заканчивается, как он делает. То есть у него, видимо, стимуляция на мозг, да, влияет, и он как-то так себя ведет, очень игриво, я не знаю, как сказать, эмоции вот эти, да, он все швыряет, ну, вот как бы, ну, в добром смысле слова. Там щипнет, не знаю, улыбается, может кричать от мультика. Ну, потому что речи нету и плохое понимание. Поэтому он так играет. Ой, ладно, пошел дождик. Пойдем мы домой. Динь, пойдем домой. Где наш самокат? У нас, кстати, самокат уже. Все. Еле дышит. Надо новый покупать. Или велосипед летом надо. Я смотрела, кстати, на Авито. Много велосипедов можно купить. В хорошем состоянии. Ну, для таких детей. Для ДЦП. Продают. А этот я сейчас везла, он вообще, не знаю, мне кажется, сейчас вот колеса уже отвалится. Ну вот он предназначен, не помню сколько килограмм, но он средний. Есть большой, есть маленький, детский, есть средний. Вот этот вот он средний. Но я на нем могу спокойно катиться. Ну, перелезай здесь. Перелезешь? Динь. А, еще хотела сказать. Ну, сейчас, наверное, дождик уже пошел. Потом, в следующем видео расскажу, как мы к окулисту сходили. Завтра мы едем к сурдологу. А вчера мы были у окулиста, у нового врача, где мы наблюдаемся. Ну, поменяли мы врача. И расскажу потом, что она нам сказала. Динечка, иди сюда. Денис, иди сюда. Давай. В садике, кстати, он опять несколько дней мимо горшка. В том смысле посидел, подумал и перелезай. И сходил не в горшок, а в памперс. Ну, ничего страшного. То есть он не совсем еще. Все-таки ходит в горшок. Дома он не хочет это делать пока еще. Но мы стараемся, работаем над этим. Они сказали, что мы пропустили время. Воспитатели посадили его в другое чуть-чуть. Там не в 11, допустим. Перелезай. Держись. А в 11:15. И он не сходил в горшок. Нога застряла. Ладно, все, пока.